Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как делать массаж гуаша на животе. Очень эффективная техника, подходит для больших зон, у кого большие животики, и для маленьких животиков. Но здесь есть несколько таких премудростей и секретов. Я буду сегодня делать своим скребком гуаша. И здесь есть и большие поверхности, и маленькие. Ну, посмотрим. Я думаю, что здесь для Софы я возьму вот маленькую такую поверхность, которую в основном я использую для лица. Ну, на некоторых местах можно и большую. При работе скребком гуаша, неважно на каких зонах, чем больше масла вы наносите, тем будет ощутимый эффект от скребка. Больше масла, ощутимый эффект. Это касается работы скребком гуаша и касается работы костяшками, когда вы работаете. Наношу масло. Чуть-чуть так пониже сделаю. И при работе скребком я всегда клиента прошу напрягать пресс. Это очень важно. Потому что это не висцеральный массаж, в основном больше работа на поверхности с подкожно-жировой клетчаткой. И приступаем к работе скребком гуаша. Я, например, как клиент, предпочитаю, когда сразу начинают скребком. Кто-то рекомендует сначала поработать руками. Софа, а ты давай обратную связь. Ты, наверное, никогда не делала, да, гуаша на животе? Смотри, напрягаешь живот, вот, пресс у тебя прям супер. И я делаю такими соскребающими движениями вниз. Когда клиент привыкает, то можно делать уже потом и вверх. Как вот тебе вверх? Вверх пока дискомфортно. Дискомфортно. Тогда делаем вниз. Можно делать потом и по ребрам. Ну, вот здесь вот маленькую поверхность я буду использовать. Как маленькая комфортнее? Да, маленькая комфортнее. Такие движения. В одном месте 3-4 раза делаю, может быть уже чувствительно, если там 5-6 чувствительный, перехожу на другую поверхность. Можно использовать, конечно, маленький скребок гуаша, любой вообще скребок гуаша можно использовать из любого материала, это не имеет значения. Многие используют даже там массаж ложкой делают, такой вот. Ну, так, сейчас повыше немножечко сделаю, тоже вот эти зоны, где ребра. Можно по ребрам тоже поработать. Здесь чувствительно, тогда не буду делать. Вот если, может быть, большой такой поверхностью, но тоже не очень, я вижу. В основном такую методику можно использовать в антицеллюлитных техниках. Или кто хочет подтянуть зону живота, когда есть провисание кожи, то есть клиент похудел сильно, но кожа не успела подтянуться, да, какая-то есть такая вот эстетическая, может быть, неприятность в зоне живота. Очень хорошо скребок подтягивает. Ну, чувствуешь жесть, да? Угу. Жестко. Я прям чувствую, как у меня потом кубики будут проявляться. То есть плюс пресс, да, ты напрягаешь, и плюс еще. Здесь я делаю послабее немножко, где бока, то есть более поверхностно провожу. Ну, сейчас комфортно. Угу. Но здесь я послабее делаю. То есть не так надавливаю на скребок. Здесь я посильнее, это тоже под разными углами, разные будут ощущения. Ну, с этой стороны тоже можно просто подальше отойти. Ну вот сейчас вот уже можно вверх сделать. Как тебе вверх, если?
уже нормально адаптировалась, да? Мгм. Ну и гиперемия тоже здесь видна так достаточно ярко. Гиперемия, что Ну, такое? покраснение. Мгм. Такой же релакс. Ну, вот здесь такое движение, больше здесь ничего нету. Никаких тайн больше. Ну и покажу переднюю поверхность тоже. Бедра. Можно поработать сначала руками, а можно начать сразу скребком, но начать более такие легкие поверхностные движения. Здесь вот тоже можно небольшую поверхность применять. Водить можно и вверх, и вниз. Разницы нету. Чуть-чуть ножки бросил так вот, чтобы мне другую ногу не касаться. Не больно? Ну, я сейчас с усилием веду вверх. Здесь переверну побольше, возьму поверхность. Как здесь, терпишь? Ну, здесь нормально. Угу. Ну, здесь тяжело, вот скребок идет, и я немножко угол меняю, чтобы легче проводить им. Ну, как раз покраснения, такие точки мелкие, это гуаша, это нормально. Это все быстро проходит, и синяков не остается, только мелкие-мелкие такие точки красные. Это такая реакция капилляров. Ну, тоже она допустима, эта реакция. Но здесь вообще я уже не перехожу даже на другую сторону, как удобно. Если клиенту не нужно сильно применять силу и достаточно вот этого воздействия, я могу просто работать, не переходя. Ну, конечно, если нужно там к 7-й, к 10-й процедуре усиливать это все воздействие, тогда я могу переходить. Ну и с помощью веса уже подключать вес и работать больше весом. Также можно вниз работать. Вниз поприятнее ощущения.
меньше преодоления скребком, и как-то вот более плавно он идет. А ты как чувствуешь? Ну, вот на этой ножке вообще помягче получается. Ну вот смотри, вот вниз, как будто, ну как будто он идет где надо, да, идет по дороге, так скажем, метафорически. А когда вверх, как будто идет с препятствиями, с преодолениями, и как-то менее, ну, менее комфортно. Поэтому можно работать в различных совершенно направлениях. Это никак не влияет на лимфу, никак не создаст отечность, если я буду делать вниз скребком разогревающие движения. Вот такое небольшое видео у нас сегодня получилось про скребок гуаша. Начинали с живота, но еще присоединились у нас бедра, передняя поверхность. Друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Приобретайте онлайн обучение. Я лично его курирую. И все вопросы по обучению также можете мне задавать лично. Все, пока.